Меня зовут Сергей. Я уже достаточно давно живу, мне 65. Охотой, как таковой, охотой осмысленно, больше 40 лет занимаюсь. По профессии я, чему учился? Когда-то давным-давно я актер, работал в театре, сейчас периодически там снимаюсь в сериалах. И так сложилось, видимо, по жизни, ведь кто-то чем только увлекается, кто-то собирает марки, и человек получает от этого удовольствие, а кто-то там играет в бильярд или, не знаю, в шахматы во дворе. И есть люди, которых, что называется, от этого прет. Люди некоторые признают: ой, как я тебе завидую, тебя прямо прет. Ну что сделаешь, так получилось. Но охота, можно сказать, что это почти смысл моего существования, потому что мысли все заняты этим. Может быть, в силу профессии еще моей, актерская профессия, она построена, будем так говорить, работа над ролью или работа в театре, она построена на определенном процессе. И если этот процесс будет пройден актером правильно, то можно ожидать какого-то результата. А в данном случае процесс под названием охота, он настолько иногда бывает глубоким, сложным. Представьте, я охотник-собачник, это же сколько надо сил потратить на то, чтобы взять щеночка, его вырастить, воспитать, поставить, натаскать, да? И потом вместе с этой собачкой просто получать удовольствие от жизни. В 80 раз уменьшенная копия чехословацкого маневрового локомотива ЧМЭ-3, который широко используется на российских железных дорогах. Меня зовут Леонид, мне 55 лет, я преподаю железнодорожный моделизм на Малой Октябрьской железной дороге, молодым будущим дарованием, будущим руководителем сферы транспорта, пока они только учатся. Первые такие игрушки стали делать в немецком городе Нюрнберге практически сразу после появления настоящих железных дорог. То есть это вторая половина 19 века. В 30-е годы лаборатория железнодорожного моделизма существовала в Ленинграде, в 50-е годы и позднее в 70-е. По образованию я инженер-строитель. Когда-то я проектировал станции и вокзалы. А после этого немножко ударился в журналистику, я член Союза журналистов. Профессионально изучаю историю железнодорожного транспорта и выпускаю книги на эту тему. Некоторые из моих трудов считаются достаточно удачными и известными. Вообще, если честно, первую половину жизни охотником я быть не собирался от слова совсем. Так получилось, что когда я переехал в Санкт-Петербург, я познакомился с очень приятными людьми, как я их называю, дедушками. Это были очень серьезные люди. И однажды, как-то разговорившись, я узнал, что они охотники. Мне стало интересно, я попросился с ними, и они меня взяли. На стадии развития охотничьего хозяйства очень сельское хозяйство делает плюсы. Смотри, как расчистили они поля здесь. Новая кормовая база для птиц, животных. Меня зовут Николай.
Мне 40 лет. Работаю егерем в охотхозяйстве. Как я уже говорил, не ограничивается у нас городами. Есть люди, живущие в поселках, в деревнях в основном. И им тоже надо как-то выживать. Не всегда у них есть возможность там сходить в магазин. Не везде есть это. Вот в данных реалиях там автолавки приезжают. Зимой они вообще не приезжают. Дороги заносят. Ну и кто-то ходит на охоту, что-то добывает, приносит домой. Естественно, эту обрабатывают добычу и как бы съедают. Так же, как ягоды, грибы, собирательством занимаются. Первая охота была просто сидел и караулил утку. На небольшом озерке караулил утку. Пошел, еще за крайки льда были, и получилось, селезень взлетел, а порох был дымарь. Я выстрелил, селезень упал на другую сторону ручья. Ну, и, естественно, я подумал, что ничего страшного не произойдет. Попробую перейти вброд. Утка приплыла. Ну, там где-то увидел. Ну, почему-то вот она приплыла, бабахнул. Да. А как? Холодная вода, куда, чего? Получилось так, что я окунулся по самую шею, ружье кое-как выкинул на берег, выплыл сам, весь замерзший был, еще морозец такой прихватывал. Думал, там ветер в какую сторону, может быть, прибьет, а может быть, не прибьет. В конце концов, разделся и поплыл за этой уткой. Бежал с этим селезнем домой. Принес, конечно, отец меня похвалил, что я первого свою добычу взял. Так что вот так вот. Это была такая более-менее такая моя первая охота запоминающая. Но потом их было очень много, как бы все и не упомнишь. Вот. Вот в конце 80-х годов я взял себе первую легавую Дратхара. Ну, вот такого же. Первый. И тогда я понял, что вот этот вид охоты это мой, когда ты потрудился, вырастил собачку, натаскал собачку, там с косяками со всякими, потому что первая собака, не специалист, ну как, где-то понаслышке, где-то чего-то почитал, где-то кто-то чего-то подсказал. Но в результате получилось то, что получилось. И вот с этим то, что получилось, я все равно ходил и получал от этого неимоверное удовольствие из-за того, что собака практически делает 95% работы. А ты просто наслаждаешься тем, как она ходит, как она работает. Тот факт, что на охоте приятно чувствовать плечо товарища, привел меня в охот-коллектив, который занимается загонными охотами по копытным, ну и прежде всего по лосю. Загонная охота – это вообще очень интересные вещи. Когда я впервые на нее попал, я понял, что это действительно мое. С моей точки зрения, загонная охота – это небольшая войсковая операция, которая производится силами двух отделений. То есть одно отделение – это стрелки, второе отделение – загонщики. И от того, насколько два эти отделения между собой взаимодействуют, получается результат. И тут важна каждая мелочь. Ну, понятно, говорят, охота не магазин, но самое важное заключается в том, что от каждого участника охот-коллектива зависит результат. А то, что как бы людей не больно сведущих или мало интересующихся, или просто неграмотных, может напрягать вот в этом процессе. Это процесс как бы лишения жизни живого существа. Ну, что здесь поделаешь? Мы же, честно говоря, вот я в частности, хожу не для того, чтобы мне набить там холодильник или, там, я не знаю, набить мясом там чего-то. Я ж не за мясом ходим. Мы ходим в
впечатлениями, за вот этим очень классным общением, вот с этими вот ребятами. Общение, ну, вот с матерью с нашей, с природой. Где вот просто так вот, ну, есть, конечно, люди, которые ходят, просто так гуляют, да, а здесь ты гуляешь по лесу, еще занимаешься делом. У тебя собаки занимаются делом, ты занимаешься делом. Ну, не знаю, вот это весь процесс всего, а то, что результат, да он не так важен. В Западной Европе у них охота открывается вот в октябре, октябрь, ноябрь, декабрь, январь и до конца февраля. Чуть ли не 5 месяцев Франция, Италия, Греция, они бьют из-под своих собак, как они считают, их вальшнепа, хотя родина у него здесь. Вот, и бьют, и в процентном отношении, понимаете, у нас 200 тысяч штук за весь сезон, а там 1,5 миллиона во Франции, 1,5 миллиона в Италии, 500 000 в Греции. Во Франции это вообще культовая охота. Там вот на 35 миллионов населения Франции 3 миллиона охотников. Из этих 3 миллионов охотников 10%, 300 тысяч на всю Францию, только исключительно вальшнепятники, которые ходят только по вальшнепу. А раньше здесь лес рос. В этой деревне уже тоже и охотников почти не осталось, и никого. Раз-два, и то, которые приезжают, уже местных таких нету, на которых как бы все держалось и более-менее знали какие-то свои еще места и кому-то рассказали об этом. Конечно, больше охотников сейчас стало выходного дня, как бы нет уже таких, которые здесь живут. Идет гусь на юга. А без охотников тоже никак. Вот вчера с деревни с одной позвонили, медведь яблоки ходит есть. Вот надо как-то с ним тоже выгонять его. С окотоведом все это согласовывать. И если он не прекратит безобразничать, его как-то хотя бы выгнать с деревни. Подкормочная площадка – это часть биотехнических мероприятий в охотхозяйствах. Ну, для чего она нужна? Ну, подкормка, во-первых, животных, и чтобы в тяжелое время, когда наступят морозы, им было проще искать корм. Конечно, они его и так найдут где-то на болотах, на незамерзших назимниках, там тот же кабан. Но проще будет ему прийти туда, где она уже высыпана есть, и как бы питаться здесь, и держаться этого места, и проще будет его потом считать, как бы вести учет. Плюс сюда будет заходить какой-то хищник, енот лиса на яблоке, тоже проще ей будет здесь, чем за мышами бегать. Ну, что-то она поест, конечно, кто-то ест это, кто-то где-то не ест, и проще будет потом отстрелять, отрегулировать численность, если будет превышать она также. Поле это мы с коллегами как бы разработали, засеяли. Здесь как бы овес, там посажен рапс для косули и лося, ну, для других копытных, кто будет его есть. Конечно, со временем надо его, он не сразу будет, конечно, они будут питаться, со временем распробуют, будут ходить чаще, надо постоянно сеять, и они эти места будут знать. Даже вот птицы, тетерева, они уже будут знать это место и прилетать на него.
У каждого охотника есть любимые охоты. Для меня таких на сегодняшний день 3. Ну, загонная, о которой я говорил, это очень интересное командное действие. Но иногда действительно хочется послушать природу, побыть с ней наедине, особенно весной. Поэтому тяга вальшнепа – это прекрасная вещь. И, наверное, ничего лучше, я не знаю, для индивидуальной охоты или охоты с 1-2 товарищами. В последнее время я очень заинтересовался охотой с подсадной уткой. И уже несколько лет таким образом охочусь. Единственная проблема, что, конечно, утку держать в городе невозможно, но, слава богу, есть друзья, у которых я беру уток в аренду. Это незабываемо, это надо видеть. И я вам честно скажу, никакой манок никогда не заменит настоящую живую подсадную утку. Да, ну вот, что касается значения, наверное, охоты вот для людей в современном мире, я думаю, что это просто сейчас насущная необходимость. Ну вот сейчас посмотрим на молодых людей, да? Все общение – гаджет. Вот люди там вот в гаджетах, они не видят, что кругом. Не видят. Я не знаю, может быть, мы доживем до такого времени, что в этих гаджетах люди будут ощущать запах смородинового листа дикого, который там попал тебе на одежду, и ты раздавил там какое-то растение, и этот запах. Ну, вот это я называю общение с настоящим. Не просто какой-то виртуальный акт, да, а общение вот с тем, что можно потрогать, пощупать. И почему для молодых людей, которые сейчас растут в нашем мире, почему это очень важно? Потому что, ну, во-первых, это настоящее, это начинаешь себя ощущать частью вот этой вот матери, которая нас родила, природа. Ну просто я не знаю, почему не возникает от этого голода у людей. Вот я вечно голодный. Я вечно голодный, мне вот надо постоянно. Ну, постоянно вот это вот общение с дождем, с солнцем, с той же луной, с ветром, с листвой, с травой, с живыми моими ребятами. У меня за счастье добычу подержать. Вот я, в принципе, такой упертый вышнепятник. Вот если мне повезет, ну, взять. Я обожаю эту птицу, но как-то странно это звучит, да, обожаешь птицу, а стреляешь в нее, но подержать ее в руках это просто наслаждение. По сути-то дела, вот если разобраться, наша жизнь вот от рождения до смерти, она достаточно бессмысленная штука. И мы сами, и только мы сами, вот чем мы можем наполнить нашу жизнь, вот тогда она приобретает какой-то смысл. Бывших охотников за вальшнепами не бывает. Бывшие сны видят вечные. И если ты решил проглотить эту бациллу, она навсегда в тебе заселится и будет кровожадно дергать тебя. И апофеозом этого баловства становится чудо, невыразимое счастье погибнуть птицы на крыло.